Всем привет, на связи Василий. Сегодня поговорим о том, сколько денег нужно для комфортной жизни на острове. Это мое заключительное видео о бюджете и тратах на Бали. Ты можешь ознакомиться с другим видео из этой серии по подсказке в правом верхнем углу. Существует такое мнение, что на Бали жить дешево. Смотря с каким местом сравнивать. Например, я посчитал по своему родному городу Самаре и получил, что траты на Бали где-то в 2 раза выше, чем у меня в родном городе. Грубо говоря, в Самаре я могу жить на тот же бюджет намного комфортнее. Я не считаю Бали супер дешевым местом. Да, здесь можно жить дешево. Прям супер дешево, однако очень некомфортно. Но если вы хотите жить комфортно, то придется раскошелиться. Первый пункт, который хочу разобрать, это жилье. На Бали хорошие апартаменты начинаются от 5 миллионов в месяц. Все, что дешевле, скорее всего, будет с множеством компромиссов. Например, с медленным интернетом, с шумными соседями. За 5 миллионов рупий в месяц ты получаешь уже комфортную студию с кухней, как правило. Это минимум для реально комфортного жилья. Можно снять и виллу, но она будет дороже, начиная с 7 миллионов. Мои знакомые, например, снимали комнаты в большой вилле. Там одна большая территория и стоит 5 небольших домиков, которые являются такими спальнями, и там еще есть туалет. На общей территории есть бассейн, кухня, место для отдыха. Так вот, комната на такой вилле стоит 5 миллионов. То есть, считайте, от 5 миллионов вы сможете арендовать апартаменты и виллу от 7 миллионов. Выгоднее всего, конечно, ехать сюда с друзьями и снимать ту же виллу на компанию. Так будет дешевле. Цены на жилье сильно разнятся от района, поэтому какие-то точные цифры я не буду предоставлять. Буду считать по нижнему пределу, это 5 миллионов. Следующий пункт – это байк. Считаем в нашем расчете уже более-менее комфортный скутер, вроде Yamaha NMAX или Honda PCX. Стоят они в аренду примерно одинаково, это 1 400 000 рупий. Это за свежий экземпляр. С пробегом 1020 можно арендовать и за 1,2 миллиона. Автомобиль в аренду стоит от 3,5 миллиона рупий. Я все же рекомендую вам, если вы не ограничены в бюджете, арендовать автомобиль. Это будет безопаснее и комфортнее, но и медленнее в то же время из-за больших пробок. Но для своих расчетов я буду брать 1,4 миллиона рупий. По еде расчет очень простой. Считайте также, сколько тратите в России. Если вы арендуете виллу или дом, то лучше будет готовить самому вкусную и полезную пищу. Можно и питаться в ресторанах. Для комфортной жизни я буду считать запасом и именно в хорошем месте. Стоимость одного приема пищи в приличном заведении станет вам от 100 000 рупий и до бесконечности. Посчитая в среднем 100 000 рупий, умножаем на 3 и на 30, получаем почти 10 миллионов рупий. Остается посчитать всякие мелочи. Это 800 000 рупий за визу, 200 000 на бензин, 1 миллион на то, чтобы по выходным кататься по достопримечательностям, плюс 1 миллион про запас на всякие мелочи. Эта часть в сумме выходит 3 миллиона рупий. Итого, давайте считать несколько пакетов. Пакет первый. Вы арендуете апартаменты, скутер, готовите себе сами. Получаем 5 миллионов жилье, 1,4 миллиона за скутер, 4 миллиона на еду, 3 миллиона на все остальное. Итого 13,4 миллиона рупий. Пакет второй. Вы арендуете апартаменты, скутер и каждый день вкусно едите в кафешках. Итого выйдет 18,4 миллиона. Пакет третий. Вы арендуете виллу, автомобиль и ни в чем себе не отказываете в разумных пределах. Итого выходит 8 миллионов рупий жилье, 5 миллионов автомобиль, 9 миллионов на еду в кафешках. И прочие расходы 3 миллиона рупий. Итого 25 миллионов рупий. Если готовить самому, то выйдет примерно 20 миллионов. Я тут не учел такие вещи, как тренажерка, аренда коворкинга и так далее. Это все уже по желанию и в базовые потребности не входит. Докидывайте сверху. Цены всегда можно проверить на Google картах. Например, если набрать джим и почитать отзывы. Там обычно пишут цены. Четвертый вариант. Вы берете все самое лучшее от жизни и ни в чем себя не ограничиваете. Ваш бюджет стремится к бесконечности. Ведь всегда можно найти виллу чуть получше, автомобиль покруче и ресторан повкуснее. Какой я хочу подвести итог? Жизнь на Бали примерно по стоимости соответствует крупному мегаполису, вроде Москвы. Но все равно в Москве у вас не будет океана под боком, дешевых свежих фруктов и новых впечатлений.
А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрел это видео. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк этому видео. Кстати, пиши свое мнение по поводу такого бюджета. И до новых встреч. Пока-пока.